Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что творится на рынках и какие предполагаются движения сегодня на вечерней сессии. Так, давайте откроем календарик из того, что для нас представляет наибольший интерес. Это базовые заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах. Что здесь примечательно? Так, а примечательно здесь то, что рост от месяца к месяцу он идет меньше, чем прогноз, и меньше, чем предыдущий. О чем это говорит? Это говорит о том, что достигнуто некое равновесие, и такого бурного роста уже не происходит. То есть база для дальнейшего движения, она получается исчерпана, увы и ах. Если посмотреть на структуру роста вот этих товаров длительного пользования, что здесь примечательно? Примечательно то, что значительно, там, на более 70% выросли заказы самолетов. То есть планируют куда-то летать и что-то такое делать. Но для Боинга это только плюс, такое положение дел. Так, друзья, ну вот судя по текущему настрою в Соединенных Штатах, наверное, будут запускать в космос, ну или, по крайней мере, немножко приподнимать игроков финансового сектора. Соответственно, что здесь для Российской Федерации позитивно? То, что остался ВТБ, который в космос пока еще не запустили. Скорее всего, в ближайшее время при текущей ситуации возьмутся и за ВТБ. Далее, глава Чикаго, Федерального резервного банка Чикаго Эванс сказал, что он больше боится, что инфляция не будет достаточно высокой. Но на самом деле, с моей точки зрения, он здесь просто лукавит, работает на камеру, на средства массовой информации. Потому что, ну как он боится, что инфляция не будет достаточно высокой, то есть он не боится, как это, всплеска, выстрела инфляции. Зачем тогда ФРС поднимать разговоры о сокращении стимулирующих мер, если директора, управляющие ФРС, не боятся всплеска инфляции? Но можно печатать и печатать. Вот. Проблема-то заключается в том, что эта инфляция, которая растет, она уже не способствует экономическому росту. Рынок труда, ощущается, начинает стагнировать, не растет и не снижается до тех значений, которые были в 2019 году, до кризиса. Скорее всего, снижение там до 250 тысяч первичных заявок так и не произойдет. Вот. Он говорит, что самое страшное, что инфляция не будет достаточно такой существенной, не боится, что она будет оставаться выше 2%, но фишка заключается в том, что откуда эти 2% инфляции взялись. Они взялись из макроэкономических расчетов и практики предыдущих лет. То есть это как раз тот уровень инфляции, при которой инфляция, она способствует экономическому росту. То есть для развитой страны, когда инфляция меньше 2%, то, соответственно, экономический рост идет не столь существенно. Когда она больше 2%, может начаться разгон инфляции, и, соответственно, в этой ситуации возникает инфляция издержек, которые препятствуют экономическому росту. Вот, поэтому, конечно, этот товарищ лукавит, что он не боится роста инфляции, а боится, что инфляция не будет достаточно большой. Вот. На самом деле все они боятся, иначе бы они не вели разговоры о сокращении выкупа активов и повышении процентных ставок. Ну, с моей точки зрения, подобные выступления – это заклинание инфляции, что вот она большой не будет, чтобы всех успокоить, не более и не менее. Так, друзья, ну у нас здесь поменялся расклад. Goldman Sachs уже рапортует, что нефть будет 90. Я так понимаю, речь идет о WTI, то есть бренд будет еще дороже, 94 долларов за баррель. Связано это с необычной активностью ураганов. Я предупреждал еще в июне, что ураганный сезон может в этом году быть достаточно серьезным, достаточно сильным. Это было связано с тем, какая погода в Европе, в Соединенных Штатах была весной. Есть определенная корреляция между циклами, которые происходят весной и которые потом начинаются в августе, осенью. Во всяком случае, в Соединенных Штатах такая закономерность, она прослеживается. Ну и здесь весьма вероятно пойдет речь о том, что Соединенные Штаты будут вести переговоры с ОПЕК+, для того, чтобы ОПЕК+ увеличил добычу более чем предполагалось, для того, чтобы вот эту диспропорцию выровнять.
Так, ну вот в Соединенных Штатах увеличился на год срок окупаемости дома, который приобретают. Соответственно, это приведет, ну, среднестатистические данные, это приведет к тому, что недвижимость, она начнет все-таки остывать, или какой-то максимум пика она все-таки пройдет. И начнется консолидация и снижение как спроса, так и цен. Так, ну вот в Китае вообще какая-то жесть начинается. Там буквально фабрики останавливают, потому что нехватка электроэнергии, поскольку электроэнергию не дают, так как для выработки электроэнергии надо сжигать уголь и, соответственно, нарушать договоренности по выбросам СО2. Так, переходя к российской новостной повестке. Вот какая-то странная здесь совершенно закономерность. Нефть летит к $80, и россиянам резко повысят тарифы ЖКХ. Ну, то есть, если нефть к $80 летит и растет, то, по идее, наоборот, должны снижать, потому что больше свободных денег, которые можно потратить. Но, как видим, здесь зависимость, она как-то странно обратная. Так, далее. Поисковик Яндекса поставят на гаджетах в России по умолчанию. Я не знаю, я Яндексом не пользуюсь, я пользуюсь Гуглом. Вот, поэтому, с моей точки зрения, мера она абсолютно бессмысленная и вредная. Итак, друзья, вот Китай все никак не сходит с повестки дня по поводу ситуации с Эверграндом. Тут как бы считают, что китайский лидер, он всю эту ситуацию создал с Эверграндом, с кризисом недвижимости. Я считаю, что это все-таки не так. Здесь было стечение обстоятельств, которые все это дело и создали. Есть такой очень интересный график, который касается влияния недвижимости на ВВП страны. Вот, соответственно, building bubble, пузырь из зданий. Что мы сейчас видим? Ну, вот эта синяя волшебная линия, которая идет сверху, это Китай. То есть у Китая сейчас на текущий момент порядка 30% ВВП зависит от недвижимости. То есть Китай стал Великобританией образца 2005-2006 года. Вот. Ну, вообще, большинство развитых стран, как вы видите, влияние недвижимости на ВВП, вклад в ВВП, это где-то порядка 15-20%. Есть страны развитые, где это значение меньше. Например, как ни парадоксально, это Ирландия и это Нидерланды. Честно скажу, удивлен. Вот. Но в Китае сейчас, получается, возникла такая ситуация из-за экстенсивного строительства. У них возник такой пузырь, когда строили очень много и жилых, и нежилых зданий. Соответственно, для этого нужна выплавка стали, производство строительных материалов и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот ситуация, она именно где-то в районе 25-30% сейчас и находится этот показатель, хотя здесь вот обрывается 2015 годом. Ну и текущий момент, пустующие здания, падение покупательской способности, стареющее население, отсутствие развития внутреннего спроса, о котором СИК говорил. Вот. Ну и все здесь в силу всех этих собранных причин, получается, действительно в Китае есть, помимо всех прочих проблем, пузырь на рынке недвижимости. Сейчас появилась еще проблема с энергообеспечением. Уже несколько лет очень сильно давит демографическая проблема, старение населения, потому что там из-за одна семья, один ребенок возникло очень сильное давление, не обновляется. То есть страна, она как бы работает по принципу экстенсивного развития, но новая рабочая сила не поступает на рынок. И новые потребители, соответственно, что делать, как дальше жить. И вот все это стало прологом текущей ситуации. Ну, плюс энергетический кризис, который возник из-за того, что они рьяно взялись выполнять соглашение по ограничению производства СО2. СО2 выделяется при отоплении и при производстве электроэнергии. А Китай как раз относительно недавно произвел обновление угольных электростанций. Поэтому большой вопрос. То есть, электростанция, если ее там строят, если ее как-то обновляют, капитальную реконструкцию производят, у нее срок службы хотя бы лет 20 должен быть, иначе это смысла нету. Поэтому ситуация действительно очень непростая. С одной стороны, взяли обязательства по ограничению, и если их не выполнять, то там определенные пенальти возникают.
Или же, если выполнять, то уже крипту разогнали, потому что электроэнергии, получается, просто фактически нету, не хватает. И сейчас начинают тормозить заводы, фабрики, но это уже все. Это уже может штопор начаться. Так, ну вот еще такой интересный момент. Инвесторы вложили 5,5 миллиардов в крупнейший ETF, который инвестирует в Russell 2000, то есть это индекс компаний малой капитализации. Если идет приток средств в компании малой капитализации, получается, есть определенные ожидания, что, соответственно, по крайней мере, ситуация в Америке будет не хуже, а возможно даже лучше текущей. Потому что именно экономическая активность – это капитализация малых компаний. Они наиболее чувствительны, наиболее восприимчивы к тому, что происходит в экономике. Если в экономике обвал, то, соответственно, малые компании начинают сжиматься, сокращаться, закрываться и так далее. Это первый критерий того, что с экономикой что-то страшное происходит, это уменьшение количества малых предприятий, компаний малой капитализации. Так, ну и вот здесь позитивные ожидания в части восстановления спроса, то есть резюмируя, скажем так, ставку, как это видит, по крайней мере, JP Morgan Chase, насколько я это понимаю, сейчас возможно какая-то небольшая пертурбация, потому что конец месяца, конец квартала, закрытие, переоткрытие позиций и так далее. Но в целом у них позитивный взгляд на то, что Америка в обозримом будущем, я так предполагаю, это 3 месяца до Нового года, они ожидают, что все будет хорошо. Так, друзья, перейдем к графикам. Но VIX у нас немножко сегодня попытался порасти, дневочка. Пока он держится ниже 18,5, это позитивно. Но вот вся эта конструкция, она указывает на то, что весьма вероятно здесь все сейчас пойдет достаточно плавно. Но вот только два момента меня несколько напрягают. Первый момент – это то, что с Китаем, то есть там просто что-то такое адовое количество проблем и с недвижкой, и с финансовым сектором, и сейчас с энергетикой из-за этих ограничений. То есть вот, я не знаю, такое ощущение, что просто все собрали в одном месте, вот все, что только можно вообразить. И оно в любой момент может, как-то взаимодействовать начать очень непредсказуемо. Плюс энергетический кризис в Европе. В общем-то, я могу понять, что в течение 3 месяцев до Нового года попытаются ничего не обострять, но что будет потом, это большой-большой вопрос. Итак, друзья, по ВИКСу сейчас вроде бы все должно быть хорошо. 18,5 пробили, соответственно, пока идет колебание в районе этого значения, значит у всех благостный настрой, более или менее. Так, индекс доллара пока тоже консолидируется в диапазоне. Да, он здесь немножко сегодня порос, похулиганил, но пока не пробит ключевой уровень, вот этот диапазон, ничего страшного не будет происходить. Так, вот S&P 500, он немножко, конечно, сегодня разочаровывает. Но с другой стороны, все держится пока что в пределах разумного. 4450 проторговочка вокруг этого сильного уровня. Соответственно, есть расширенный диапазон, который 4390-4450. Соответственно, вот этот диапазон, если удерживается, то, скажем так, пробитие 4450, вот сейчас есть его прокалывание, если произойдет закрепление, то весьма вероятно будет консолидация в этом диапазоне. С другой стороны, 4390-380, вот этот диапазон, если он удерживается, не пробивается, то, соответственно, все эти откаты будут выкупаться, и его будут либо удерживать здесь, либо гнать наверх. Но раз JP Morgan Chase верит в компании малой капитализации, то, наверное, будут и S&P за хвост тянуть наверх. Так, друзья, золото, оно сегодня походило, будь здоров. Индекс доллара никак не упокоится, поэтому золоту особо шансов расти не дают. Но, тем не менее, видите, сейчас уже к концу дня ситуация выровнялась, и поэтому, весьма вероятно, закрытие будет выше 1760, и завтра весьма вероятно движение вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее нефть. Нефть у нас
сегодня даже и не стала консолидироваться, она просто идет наверх. Но JP Morgan ее заговорил, она поэтому идет наверх. На самом деле сейчас как бы будет, наверное, проторговочка под 80. Вот. Но судя по бодрости движения, ее, наверное, сейчас будут очень активно на 94 вести. Как бы здесь нюанс заключается в том, что, по-видимому, скопилось большое количество коротких позиций, которые сейчас будут крыть. Видимо, кто-то играл против нефти, и, соответственно, сейчас на фоне текущей ситуации энергетического кризиса их будут постепенно выносить. Но вот предел выноса, с моей точки зрения, это $94 за баррель Brent. Но, повторюсь, я уже ранее говорил, с моей точки зрения, на конец года цена на нефть, исходя из спроса и предложения, должна быть все-таки в районе 72, даже, возможно, 69. Текущая ситуация, сезон ураганов и энергетический кризис все-таки будут толкать нефть наверх. Никуда от этого, судя по всему, не деться. Так, друзья, далее рубль-доллар. Давайте сишечку посмотрим. Фьючерс. Ну, здесь ситуация у нас весьма печальная для рубля. Потому что при такой нефти укрепляться ниже 73 500 никто не дает. Вот он ударился в 73 500 и все. И стал здесь как копанный. Соответственно, вот пробой диапазона 73 500, 73 400 ведет на укрепление, у которого цель движения в районе 72. Но, как вы видите, нефть растет, а рубль не укрепляется. То есть, ну, здесь совокупность причин этой ситуации в экономике аховая. И то, что ожидают санкции, видимо, поэтому идет накопление валютных резервов. Но я обращаю внимание, что вот эта ситуация там, с ростом цен на энергоносители, кто-то, возможно, думает, что ну, как бы цена вырастет, в России все станет лучше вокруг. Не станет. Потому что рост энергоносителей увеличивает стоимость товаров и услуг, и поэтому все будет расти порой даже непропорционально тому, как выросли энергоносители. Плюс сбои поставок логистических цепочек, плюс на носу энергетический кризис в Европе и Китае. То есть здесь как бы вся совокупность факторов, которые указывают, что этот рост цен на нефть и газ, он ничего лучше не сделает. Так, друзья, то, что касается рубль-доллар, сишечка. Вот если мы сейчас на вечерке не пробиваем 73 500, 73 400, у нас отсюда формируется отскок, цель которого тестирование верхней границы вот этой консолидации 73 850. Вот сюда, к этому значению. Так, ну далее фьючерс на индекс РТС. Здесь у нас ситуация достаточно сегодня была очень интересная, драйвовая. Вот. Ну и на текущий момент весьма вероятно закрытие где-то будет в диапазоне 174 700, 175 800. Я думаю, где-то вот здесь вот мы и закроемся, если ничего страшного не произойдет в остаток времени. Так, друзья, далее по поводу Мечела был вопрос. Ну, смотрите, вот все, Мечел, он подошел к уровню 150. Вот он, если пробивает его сегодня, либо завтра с утра, отсюда импульс движения, у которого цель будет 165. 165, как только здесь торгуется или приходит на это значение на больших объемах, пойдет дальнейшее движение, и цель у этого движения будет в районе 194-200 рублей за акцию. Соответственно, для того, чтобы этот рост прекратился, необходимо, чтобы был коррекционный откат и пробитие 133,5. В этой ситуации разовьется движение, у которого цель будет в районе 121 находиться вот где-то вот здесь вот. Так, друзья, вот вопрос поступил по компании First Solar. Соответственно, недельный таймфрейм. Здесь у нас движение сейчас набирает обороты, у которого цель 105 и потом, соответственно, переписывание исторического хая, вот этого, который был достигнут ранее в районе 112-114. Здесь единственное, что может ситуацию испортить, это коррекционный откат и пробитие уровня 89. Если такое произойдет, и она сыпанется на 75-75,5. Вот сюда, к этому значению. Я думаю, более вероятно, что мы сейчас получим здесь
либо сразу движение наверх, либо консолидацию и движение наверх. Друзья, все, основные моменты. Спасибо за внимание, успешных торгов. Счастливо.